Как выглядит строитель? Можно представить себе мужчину в каске. Он покрыт строительной пылью, в руках у него инструменты. Ну что ж, и правда строитель. Но стоит мне добавить определение «путинский», как картинка сразу же меняется. Теперь это друг президента в дорогом костюме, который заработал столько, что хватит еще на несколько жизней. И наш рассказ именно про такого персонажа. Про вице-премьера правительства, главного строителя страны и просто миллиардера Марата Хуснуллина. Марат Хуснуллин всю жизнь на государственной службе. Сначала он был министром строительства Татарстана, пока Сергей Собянин не перевез его в Москву. Жителям столицы Хуснуллин мог запомниться как куратор знаменитой программы реноваций. Тогда жителей панельных домов расселяли в новые многоэтажки. Дома сносили, а освободившиеся места застраивали. Новое жилье строили бизнес-партнеры Хуснуллина. Сейчас Марат Хуснуллин отстраивает оккупированные Россией территории Украины и курирует в правительстве аннексированный Крым. Последний год он появляется то в разрушенном Мариуполе, то в Донецке. Мы увидели на сегодняшний день, что вообще в Херсоне мирная жизнь относительно, да, что мало разрушений, что нас радует. Значит, наша задача сегодня целевая – это максимально запустить экономику в работу. Именно Хуснуллину поручили восстанавливать Крымский мост после подрыва. А это ведь важнейший для Путина инфраструктурный проект. Итак, путинский чиновник всю жизнь на госслужбе перестраивает Москву, восстанавливает разбомбленные Россией города. Давайте же посмотрим, как живет семья Марата Шакирзяновича. Как и полагается, формальные активы Хуснуллина не особо-то впечатляют. По 20 миллионов рублей доходов в год, немного недвижимости, ничего особенного. Но вот дети Марата Шакирзяновича – совсем другое дело. У вице-премьера их трое. Старшие, Алина и Альберт, уже давно занимаются бизнесом, практически с совершеннолетия. Алина Хуснуллина – совладелица гостиницы «Чистополь» в Татарстане и крупный лендлорд. Кроме того, она замужем за Евгением Киреевым, сыном гендиректора Новороссийского морского порта. Именно с Алины и началось это расследование. Изучая ее данные в открытых источниках, Центр досье обнаружил греческий сайт с новостями бега. Там был опубликован отчет с марафона в городе Лимассол, Кипр. И среди участников как раз и была наша Алина. Вот она. Дистанцию она бежала от компании Fortress Group. Мы решили проверить, что же это за юрлицо такое. Оказалось, что это целая группа компаний офшорной сети Хуснуллиных-Киреевых. Fortress Group управляет семейными активами, ведет бизнес-проекты, нанимает людей и занимается бытом. Например, содержит яхту и организует вечеринки. Вот так выглядит разветвленная схема Fortress Group. 5 флагманских компаний и 31 офшор под их управлением. Формальная деятельность офшоров абсолютно разная. От бизнес-менеджмента до торговли недвижимостью. Но чем они занимаются на самом деле, неизвестно. Скорее всего, эти фирмы, да еще и в таком количестве, нужны для сокрытия активов и вывода денег большой семьи Киреевых-Хуснуллиных. Тут стоит сделать оговорку. Алина Хуснуллина была директором одной из фирм группы. Правда, всего год. А вот ее супруг Евгений Киреев фигурирует в одной из отчетностей как бенефициар. Но Евгений Киреев не бизнесмен и не магнат. Его семья, конечно, далеко не бедная, но не сравнится с Маратом Хуснуллиным, у которого только недвижимости хватит на небольшое государство. Помимо упоминаний в сети самой Алины, мы обнаружили и ее супруга. В открытом доступе можно найти таблицу клиентов компании, которая занимается строительством бань. Вот Евгений Киреев и его адрес. Это один из самых престижных пригородов Лимассола. Цена тут от 1 000 000 евро, а среди соседей сам президент Кипра. По крайней мере, так говорят местные риэлторы. А вот вилла. И именно сюда Евгений Киреев заказал себе баню, которую доставили в Лимассол в разобранном виде. Она обошлась в $25 500. Сама же вилла выделяется даже на фоне небедных соседей. 2 основных этажа, мансарда, веранда и беседка, обязательно бассейн. Площадь дома почти 1000 квадратных метров, участок 1700 квадратов. Мы оцениваем стоимость этой виллы с участком примерно в 4,5 миллиона евро. Молодец, Марат Хуснуллин, обеспечил жильем молодую семью.
Ну и про себя любимого, конечно же, тоже не забыл. Один из офшоров Fortress Group купил 30-метровую итальянскую яхту у номинала Романа Логинова, а спустя всего 2 дня перепродал ее компании «Флот НМТП». Ее гендиректор – сват Марата Хуснуллина. Формально получается, что дети продали яхту своим родителям. Производитель описывает судно как мощное, тихое и быстрое. Обещают, что от Майами до Багам можно добраться всего за 45 минут. В стандартной комплектации на нижней палубе находятся 3 гостевые каюты, ванна с душевой и кухня. На верхней палубе просторная гостиная, на носу и крыше пространство для отдыха и солнечных ванн, на корме пляжная зона. Стоимость судна 11 миллионов евро только в стандартной комплектации или 800 миллионов рублей. Ладно, кипрская недвижимость и яхты – это, конечно же, хорошо, но впереди главная жемчужина коллекции. Мы во Франции. Здесь в 2017 году один из офшоров Fortress Group, фирма Максадона, купила у банкира Юрия Милюкова старинный особняк. Меньше часа до центра Парижа. Прямо под окнами прекрасный замок Шантии принца де Конде, построенный в XIV веке и перестроенный в конце XIX. Трехэтажный особняк семейства Хуснуллиных и сам выглядит как архитектурный памятник Средневековья. Более 500 квадратных метров, внушительная каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор. Там даже имеется отдельный черный вход для прислуги и совсем уж невероятный участок, целых 73 сотки. Стоимость поместья по бумагам Fortress Group 2 миллиона евро или 160 миллионов рублей. Семья Марата Хуснуллина – это большая бизнес-империя. Благодаря его высоким постам родня зарабатывает баснословные деньги и вкладывает их в предметы роскоши – дворцы во Франции и виллы на Кипре, хотя сам Хуснуллин туда уже попасть не сможет из-за санкций за помощь Путину в оккупации Украины. Строители всегда пользовались у нас уважением, как созидатели. Это стало еще и героической профессией. Так что вам большое спасибо и всем, кто решал стоящие перед страной задачи в этой сфере. Марат Хуснуллин относится к тому типу чиновников, который не выкрикивает бредовые лозунги, как Дмитрий Медведев, и не фотографируется с кувалдой. Он верно и эффективно служит Путину, а взамен получает возможность зарабатывать. Таких людей называют эффективными менеджерами, но их эффективность лучше всего проявляется в одном – они очень эффективно обеспечивают себе и потомкам безбедную жизнь. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки под этим видео. Пока!